Ребятки, hello, как говорится. Приветствуем вас в городе Лас-Вегас на выставке электроники, гаджетов и бытовой техники CES Electronic Show. Проводится здесь каждый год. Народу тьма. Китайцы, японцы, французы, вообще со всего мира люди приехали. Новинок в этом году не очень много, поэтому сэкономим ваше время. Это обзор топ-5, плюс небольшой бонус, рекомендуем досмотреть до конца. Топ-5 самых интересных новинок выставки CES 2023. И заранее просим прощения, не ругайтесь, что мы что-то не покажем, потому что я приехал один, одна камера. Так, нам туда, идем. Очень много интересных и неожиданных людей здесь, очень много. Опа, это Volvo Polestar, прикольный. Ух ты, а это что? Hyundai, что это? Ребятки, интересная модель, напишите в комментариях, кто знает, что это за машина. Первый раз такой видим. Я вас видел. Можешь с вами сфоткаться? Давай. Клево, я только сегодня его смотрел. А ты что тут делаешь? Да я выселяюсь. Ты отдыхаешь или что? Ну, с семьей, да. А откуда сам? Я из Казахстана. Да, 20 часов летел. Я в видео попал, да? Да. Как тебя зовут? Оралжан. Очень приятно. Удачи. И вам тоже. Счастливо. Казахстан. Надо бэджик получить. Это еще где-то 30 минут в очереди. Очередь на получение бэджика, чтобы попасть на выставку. Alright, thank you so much. Thank you, bye bye, thank you. Вот и все. Самое смешное, что вот это все, вот эти вот расстояния, огромные холлы, это даже не главное здание выставки, это второстепенное здание. А главное здание находится вообще в другом месте. Это вот это. Оттуда, вот туда. И там еще просто вот десятки тысяч квадратных метров. Это не главное здание выставки. Здрасте вам. Здравствуйте. А что у вас такое интересное? Отбельный зубов. Вы сейчас здесь. Так. Мы гарантируем 5 оттенков белее, вы будете номер 1. Мы гарантируем результат, вы платите после. Цена до 12 дня у нас $79 цена, Так. после 12 Вот так вот. сейчас money special. Так что искать это наше кресло свободно. Ладно, хорошо. Прогуляйся. Спасибо большое, спасибо. О, ребятки, гаджет номер 1. Сейчас. Вот он. Эта штучка называется Y-Brush, и она чистит зубы всего за 10 секунд. Все зубы сразу, смотрите. И тут многие из вас такие: ой, Баян, новость 2019 года. Все правильно, да, обещанного 3 года ждут. Они обещали начать продавать эту штуку в 2019 году, но начали продавать 2 дня назад. В начале января 2023 года официально поступила в продажу, можно купить и реально чистит зубы за 10 секунд. Приборчик этот придумали французы, компания Fasties. Да. Как эта штуковина работает? Пишут, что на щетку нужно нанести зубную пасту по всей длине. Засунь, как бы тут правильно фразу подобрать, в общем, поместить в рот и включить. Через 5 секунд повернуть другой стороной, чтобы почистить другую половину зубов. Зубы чистятся ультразвуковыми вибрациями, причем там есть 3 степени вибрации. Вот кнопочка такая нажимается, там вибрается. Можете выбрать подходящую вам ультразвуковую вибрацию, чтобы во рту было комфортно. Также интересная фишка — это сменные насадки, то есть этой штуковиной может пользоваться вся семья, но все-таки есть небольшое отличие, есть, так сказать, детская челюсть, а есть взрослая, поэтому у вот этой французской компании, да, есть детский вариант этой штучки, а также есть взрослый вариант. Так главный вопрос, так сказать, эффективно ли это? И вот у меня есть интересная цифра. Говорят, что Y-Brush удаляет на 15%
больше зубного налета, чем обычная щетка. Ну, понятно, что каждый свой коровник хвалит как может, так сказать, но говорят, что провели исследование. 3 года они разрабатывали, делали на 15%, чем обычная зубная щетка. Теперь самое интересное, стоит эта штучка $80. Вроде как в рублях уже, так сказать, недешево и в других валютах, но тем не менее, электрическая зубная щетка какая-нибудь крутая тоже стоит примерно таких же денег, а тут всего 10 секунд. Мне кажется, детям, которых, знаете ли, многие знают, вообще фиг заставишь чистить зубы, вот так сказать, в рот воткнул, включил, 10 секунд, все, пошел, свободен. Надо проверить. Давайте еще подойдем, посмотрим. Вот она стоит. Я думаю, надо попробовать. Мне прям стало интересно. $80. Гаджет номер 2. Да тут вообще, тут 50 гаджетов можно только в одной этой комнате набрать. Но гаджет номер 2 тоже интересный. Пойдем поищем. Сейчас расскажем. Это что такое? А это что такое? А это что такое? Так, нет, ладно, гаджет номер 2. А то мы так до него никогда не дойдем. Идем дальше. Как-то вот исторически сложилось, что часть выставки CES находится не в конвеншнл центре, то есть выставочный центр, но в отеле Venetian, который находится в центре города. Тут есть тоже такие выставочные площадки, и вот часть выставки, хотя там открыли новое здание, и места теперь вроде как хватает, но часть выставки все равно находится в отеле. Интересно, в 2 частях города, но вот часть выставки прямо вот внутри отеля. И гаджет номер 2, который нам интересен, это стенд компании, которая всегда находится в одном и том же ресторане этого отеля уже много лет. Вот он впереди. То есть они каждый год в январе на целую неделю арендуют ресторан в Вегасе и устраивают там свой стенд. Не на выставке, а именно в ресторане в отеле. Сколько это стоит, я даже не представляю. Ребятушки, гаджет номер 2 внезапно это смартфон. Да, давненько мы не показывали вам новые телефоны, а на выставке CES 2023 Lenovo ThinkPhone. Назвали его ThinkPhone. Это смартфон для тех, у кого вот такая вот аппаратура. Это компьютеры, это компьютеры и ноутбуки ThinkPad. Мы этот смартфон, честно говоря, уже немножко покрутили, посмотрели, что к чему. Честно говоря, аппарат как аппарат. Разве что задняя крышка типа там карбоновая и выглядит симпатично, и в руке лежит неплохо. Но в сущности это вот такая довольно простенькая, на первый взгляд, Motorola. Потому что занимается всем этим, то есть смартфонами в компании Lenovo именно Motorola. Кто купит этот смартфон, получит доступ к платформе безопасности ThinkShield, инструментам Moto OEM Config, Moto Device Manager и приложение Moto Secure. А еще вот интересное. ThinkPhone поставляется с Moto KeySafe, отдельным процессором, который обеспечивает доп. Уровень безопасности данных в смартфоне. Ну, тоже такое, сами понимаете, только для тех, кому это интересно. Что касается самого аппарата. Защита по 2 стандартам Milos TD810H и IP68, можно ронять воду в песок. Это вот, кстати, классная полезная фишка. Настраиваемая красная кнопка. Не такая красная кнопка, как вот здесь, вот там кнопка отвечает за запуск определенных приложений. У этого смартфона 2 камеры, 50 мегапикселей ультрапиксель, основная камера, также ширик 13 мегапикселей. Довольно неплохие экраны, начинка, вот все спеки. А также, пишет интересно, аккумулятора 5000 мАч хватит на 36 часов работы этого смартфона. Быстрая зарядка, 68 Вт в комплекте. И более того, этой зарядкой, вот этой маленькой зарядочкой, блоком питания, можно заряжать вот этот ноутбук. Я хоть и большой любитель ThinkPad'ов, ну, вы заметили, да, но пока не понял, пока вот не прочувствовал. Нужно прочувствовать. Берешь вот в руки ноутбук Lenovo X1 Carbon какой-нибудь, да, и прям чувствуешь, что-то чувствуешь. А вот со смартфоном пока такое не пришло. А всеми вот этими корпоративными фишками я, честно говоря, не пользуюсь. Но есть вот куча джентльменов вот здесь, да, вот, пожалуйста, посмотрите. Вот. Нет, это цветная капуста, это не то. Пойду отнесу на место. Вот такой вот аппаратик. А это вот такая тусовочка на стенде Lenovo. Интересная, в ресторане. Thank you so much. Thank you. Продолжаем. Hello? Yes. Okay, all right.
Would you mind if I go right now? That's good? Yeah. Yeah. Yeah, right. All right. Thank you. Have a good day. Thank you. Пришлось выйти раньше, потому что... Сейчас вам покажу. Вот это вот начинается основная территория выставки. И вот это вот вся пробка. Вот эти вот все машины. Это только подъезд. Туда километра еще 2. Это все машины Uber. Здесь Uber, вот это тоже Uber, да, продолжает работать, как он и задумывался. Люди ездят на своих машинах, то есть работают в такси на своих автомобилях. Я ехал на Uber X, самый дешевый Uber. Ехали мы где-то 12 минут, и еще больше пробки стояли. 11.98, 12 долларов. Вот дедушка на Chevrolet Traverse. Uber и лифт. Стоять нельзя. Эвакуируют, только прям все строго. И помимо этого еще есть автобусы, шаттлы вот огромные, люксовые, там двухэтажные ходят. Еще есть обычные такси, и есть монорельс. А вот он поехал. Вот, сейчас увидите. А и обычные еще автобусы есть, то есть как бы городские. А это вот поехал из отелей, возят людей, а это монорельс сверху пошел. Народу десятки тысяч человек приезжает на эту выставку. Тут самолет садится и взлетает примерно каждые, по-моему, минуты полторы. Нон-стоп. Ну вот еще один. Вот так это и выглядит. Вот монорельс. Так, гаджет номер 3. Он у нас стоит где-то, а именно что стоит. Это, ребятки, автомобиль. Вот там. Пойдем. Проверяет сумки. Вот. Выборочно. Оу, компания Razer. Очередь на стенд компании Samsung. А вы думаете, вот приехал на выставку, побегал с камеры, поснимал. Вот. Итак, ребятки, мы на месте. Гаджет номер 3 это то, что вот тоже с трудом можно увидеть, потому что сейчас подождем немножко, там вообще не подойти к нему, и расскажем, что интересного. Гаджет номер 3. Ну, ребятки, пока, честно говоря, прям сильно прототип, потому что они тут ковыряются с ним прям каждые 5 минут. Так вот, машина это называется Афеела, ну, будут называть явно по-разному, пишется вот так вот. Разработана она вместе со специалистами компании Honda. Как в итоге машина будет называться? Sony Afeela или Sony Honda. Там написано Sony Honda Mobility. Видимо, совместное предприятие. Как в итоге будет называться, пока непонятно. В кузов этой машины встроены более 40 датчиков для автопилота, в том числе радары, лидары и, естественно, камеры. Мультимедийная система этой машины, вот это, пожалуй, самое интересное. Вы уже видели, да? Внутри там лежит джойстик от Sony PlayStation. Так вот, чувак, рюкзак открыт. Берем и уносим. Мультимедийная система этой машины работает на движке Unreal Engine. Угу. С наработками компании Sony в области искусственного интеллекта, развлечений и виртуальной реальности. Уже заявлено официально, что будут определенные функции, доступные по подписке. А то, на что мы обратили внимание, вот 3 интересных момента, это, во-первых, нет ручек. У машины ручек никаких нет. Открывается все с пульта, но опять же, то есть альтернативного способа открытия двери. Вот, смотрите, вот. Тесла тоже так открывается, да, но там хотя бы ручка есть. Если вдруг чего, можно ручку дернуть, а тут дергать нечего. А второй момент – это джойстик. Вот он там лежит, видите, вон. Как это будет реализовано, играет водитель или играет пассажир, непонятно. А третье – это руль. Ну, руль уже, так сказать, много на каких машинах вот такой вот стоит. А также четвертое – это огроменный дисплей спереди. Вон там игры уже стоят, а также сзади. Теперь, пожалуй, самое интересное. До этого мы видели в основном прототипы, которые когда-нибудь там поедут, но по этой машине уже есть точная информация. В продажу точно, говорят точно, ну, японцы, надеемся, что как бы так оно и есть, в продажу поступит в 2026 году. Вот в таком виде, не в таком виде, непонятно. Но наши, так сказать, ребятушки-коллеги из компании The Verge, из издания The Verge, так вот, они написали, что это какой-то гибрид Porsche 911, а также Lucid Air. Ну, наверное, что-то где-то есть. Придумать машину, которая бы отличалась от других, это довольно непросто. Гаджет номер 3. Sony Honda Mobility Afeela. Интересно. Гаджет номер 3. Едем дальше. Ням-ням. Неплохо бы пообедать.
Сколько поесть стоит на выставке? Давайте посмотрим. Хот-дог 5,75. Выглядит так себе, на вкус тоже так себе. Я пробовал. Идем дальше. Гаджет номер 4. Это оно. Мы на стенде компании Withings, и они здесь показывают домашнюю лабораторию, которая анализирует но они как бы называют это домашняя лаборатория. На самом деле вот речь идет вот об этой штуке. Ну уж извините, чистый унитаз, все нормально. Вот так вот. Это считыватель, а также картридж. Вся эта конструкция, как видите, устанавливается в унитаз. Просто как бы вешается на ободок, ничему никому, так сказать, не мешает. И что она делает? Это самое важное. Определение pH, гидратации, уровня витамина С и кетонов, а также уровня лютеинизирующего гормона. Это девушки должны знать, о чем идет речь. Так вот, устройство оснащено специальными датчиками, и это устройство все вот это вот анализирует. Более того, эта штучка настолько умная, что она, сейчас тоже нужно правильно выразиться, она понимает, кто пришел в туалет. То есть она знает, была ли это бабушка, были ли это вы или ваши дети. Что происходит дальше? После того, как кто-то сходил в туалет, информация пришла в приложение. Программа анализирует всю ту информацию, которая, так сказать, пришла с датчиков, и дает конкретные советы по самочувствию, по состоянию здоровья, о том, что происходит. Ну, очень грубо говоря, на очень ранних параметрах вот эта вот штуковинка, это как пойти в больницу и сдать анализ, ну, какие анализ мочи, сами понимаете, да, то есть вместо того, чтобы там баночка, пошли в аптеке, купили, отнесли, там ждали анализ, еще там что-то перепутали, не перепутали. Тут как бы вот технология на ранних этапах, пока что довольно поверхностный анализ, но тем не менее уже какие-то важные цифры, не нужно ходить в больницу, можно получить информацию с обычного датчика. И более того, картриджа хватает на 100 тестов. То есть, ну, как бы 100 раз можно, кто-то может, там, вы или кто-то сходить в туалет, и как бы каждый из этих 100 раз будет приходить информация в ваше приложение о том, все ли у вас окей. Сколько все это стоит? Есть примерная цена 500 евро. Честно говоря, довольно недешево. Ну, компания Withings — это не какой-нибудь там стартапчик маленький. Ребята работают давно и делают интересные штуки. Датчик, который устанавливается в туалет и, может быть, даже выдаст вам очень полезную и нужную информацию. Но 500 евро. Гаджет номер 4. Гаджет номер 5. Для этого нужно будет выйти на улицу. Идем. Ребятки, ну прикол, смотрите. Кто-то реально сделал Optimus Prime, игрушку, но которая реально складывается из робота в машину. Смотрите. Детям, я думаю, что будет в радость такая штука. Девушка управляет с помощью приложения. Прикольно. Нажимаете кнопку и превращается... О, кстати. Эх, красота! Подземный туннель Илона Маска. В этом году кататься не будем, потому что катались в том году. Мы сели в тачку, заехали в туннель и выехали из туннеля. Слушайте, надо еще что-то, надо еще раз прокатиться. Я ничего не понял, еще прокатимся. Ну, ребятки, на любителя. Но, тем не менее, BMW, как ее называют здесь, а так BMW по-нашему, привезла гаджет. А где он? Гаджет номер 5. Еще один такой же. Ну, не знаю. Гаджет номер 5. Самый яркий, в прямом и переносном смысле, гаджет этой выставки. А вот и он, цветная BMW. Смотрите. Да, что-то такое в том году, темно здесь, ну, как есть. Что-то такое в том году мы вам уже показывали. Ну, ребятушки, прогресс налицо. Раньше было ЧБ, а сейчас оно цветное. В том году машина была такая, что называется, где-то на двусторонний скотч приклеили, где-то там на клей прилепили. В этом году мало того, что цветная, так вот, хоть сейчас, что называется, садись и езжай, потому что панели, стыки, качество, все сделано очень-очень достойно. Теперь самое интересное, как это работает. Кузов этого автомобиля покрыт специальной пленкой E-Ink Prism 3. Всего тут 240 сегментов, то есть 240 панелей на этой машине. Каждый цвет панели можно настроить индивидуально. Вот такой вот автомобиль.
Как это регистрировать в ГАИ, не спрашивайте, это вообще отдельная история. И вот такая вот выставка CES. Необычные концепты, некоторые совершенно неоднозначны, а некоторые очень даже полезны. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Тут, ребятушки, в лучших традициях компании Apple, we have one more thing. У нас есть кое-что интересное для вас. Прогуляемся-ка еще. О, да, ребятушки, это еще не финал этого видео, потому что мы шли по выставке и увидели стенд компании MSI, где показывают столько всего интересного, что нас точно будут ругать в комментариях, почему мы не сделали полный обзор. Но с удовольствием расскажем о самых интересных новинках, которые показывают на этом стенде. Во-первых, один из самых, если не самый мощный ноутбук в мире – Titan GT77. Процессор Intel Core i9 13980HX, графика GeForce RTX 4080 или 4090, 16 гигов памяти, оперативка DDR5 до 128 гигов, 2 слота под SSD, то есть 2 терабайта памяти, а еще и вот здесь, внимание, экран 17,3 дюйма, но в MSI говорят, что это первый экран в мире такого типа. Мини-LED, 4К и 144 Гц с яркостью выше 1000 нит. И это еще далеко не все про этот ноутбук, но вот еще интересные факты. Ethernet разъем 2,5 гигабита, акустика Dyn-Audio, механическая клавиатура SteelSeries и самый полный набор портов. И, разумеется, здесь еще очень много других моделей ноутбуков, в том числе, давайте вот коротко о самых интересных моделях. Вот эта вот модель называется Rider GE. Классный экран 16:10 QHD+, а также 240 Гц. Также MSI обновила линейку Stealth. У этих ноутбуков тонкий металлический корпус, линейку Creator для творческих профессий, а еще вот наша самая любимая, помимо Titan, это линейка Prestige. Вот эта вот модель весит 990 граммов, а внутри этого ноутбука стоит Intel Core i7 13-го поколения. А теперь, ребятушки, для тех, кто досмотрел до самого конца, и вот такой вот молодец, бонус-трек. В этом видео мы разыграем новенький ноутбук компании MSI. Все, что нужно сделать, это оставить один комментарий по теме этого видео. Все условия конкурса внизу. Ждем ваш комментарий. Конкурс стартует. Увидимся. Пока.